Давайте попробуем заглянуть в прошлое и объединить древние исторические источники и артефакты, такие как шумерский эпос об Ануннаках, Библию, золотое рубиновое стекло и другие вещи, чтобы хоть немного попытаться понять, каким был мир на самом деле до всемирного потопа. Всем привет! С вами Финимор. Рубиновое стекло, примером которого служит известный артефакт кубок Ликурга. По моему мнению, наиболее вероятно был тем, что находилось над головами небожителей в египетских преданиях, и особый предмет, обладающий впечатляющей силой, предмет битвы при Трое. Кубок Ликурга знаменит он в большей степени своими необычными оптическими свойствами. При обычном освещении кубок кажется желтовато-зеленым, а в проходящем свете приобретает глубокий винно-красный оттенок. Лишь в 1990 году, используя электронный микроскоп, ученые наконец догадались, что все дело в особом составе стекла, из которого он сделан. На миллион частиц этого стекла приходилось 330 частиц серебра и 40 золота. Причем содержащиеся в стекле серебро и золото имели размеры наночастиц. Только в этом случае стекло обладает способностью менять цвет, которая и наблюдается. Конечно, сразу возникает вопрос, как древние античные мастера смогли выполнить такую работу в буквальном смысле на молекулярном уровне, требующую как сложнейшего оборудования, так и высочайшего уровня технологий. А может быть, кубок Ликурга сделали вовсе не они, и будучи гораздо более древними, он представляет собой след какой-то неизвестной и канувшей в вечность высокоразвитой цивилизации, предшествующей нашей. А может, он сделан из осколков небесного купола? Физик Люган Логан из университета штата Иллинойс, работающий в сфере нанотехнологий, предположил, что свет или жидкость, попадающая в кубок, вступают в взаимодействие с электронами наночастиц, содержащихся в стекле. Те, в свою очередь, начинают вибрировать с той или иной скоростью. А эта скорость как раз и определяет, какой цвет будет у этого стекла. Рамзес около 865 между 923 и 935 годах, по-видимому, считал, что нашел магнит для поиска золота. В своей формуле, самом раннем из известных письменных свидетельств о золотом рубиновом стекле, перевод и комментарий к рукописям в Геттингене, Лейпциге и Эскориале в Мадриде, он заявил, что это стекло притягивает золото и серебро, как магнит, и что оно может превращать золото в 1000 раз больше своего начального веса. Разве не похоже это на легендарный колдовской камень? Проблема заключается в частицах солнцезащитного крема в небе. Сегодня в жизни мы обычно используем солнцезащитные крема, которые включают комбинацию от 2 до 6 следующих активных ингредиентов: оксибензон, авобензон, октисалат, актокрилен, гомосалат и антиноксат. В минеральных солнцезащитных средствах используются оксид цинка и диоксид титана. Вот еще одно историческое свидетельство. Родная планета Ануннаков, божества из шумерских преданий, нуждалась в золоте, чтобы восстановить атмосферу своей планеты Нибиру, которая по каким-то причинам исчезла, и это угрожало превратить их планету в непригодную для жизни. Поэтому они прибыли на Землю, как гласит история, чтобы добыть золото и доставить его на родную планету. Возможно, были и другие неозвученные причины, но об этом нет никаких исторических документов. Луна могла быть для них неким перевалочным пунктом для дальнейшей транспортировки ресурсов. Согласно теории древних пришельцев, ануннаки генетически изменили первобытное человечество и создали для себя бесплатную рабочую силу, которая позволила им добывать нужные ресурсы и золото, практически не используя своих людей. Говорится в Писании, что рабочие ануннаки просто устали от таких рабских и тяжелых условий работы и просто восстали. Хотя, возможно, это была какая-то полностью переписанная версия более ранней истории, которая была чем-то вроде: боги создали людей для добычи золота, чтобы восстановить атмосферу своей планеты. А может быть, золото было очень необходимо вовсе не Нибиру, а для Земли? Если мы перейдем к древнееврейским финикийским книгам по истории, они также повторяют то, что до потопа в небе не было радуги.
Библия же описывает Землю как совсем другое место до всемирного потопа, которая была именно всемирной. Чтобы нарисовать такую картину этой неизвестной нам терраформированной планеты на основе Писаний из Библии, нужно экстраполировать различные утверждения, которые она делает, и объединить их вместе. Итак, давайте вместе сделаем это и посмотрим на неизвестную нам допотопную Землю. Описание нечто подобного я уже как-то делал для вас в выпуске о гигантских древах. Кто не видел, советую посмотреть. Это была пышная, благоухающая планета, богато наполненная разнообразной растительной и животной жизнью всех видов, далеко не похожая на то, что мы видим вокруг себя сегодня. Это был настоящий Эдемский сад. Разница температур на планете была очень незначительной. Кроме того, то, что в Библии называется горами, на самом деле было очень длинными холмами. Не было никаких высоких гор, круто поднимающихся к небу. Если лишить Землю растительного мира, то можно было бы увидеть пологий холмистый ландшафт. И я уверен, что там было много просек, лугов, равнин и так далее. Это заставляет меня думать о том, что в то далекое время динозавры могли быть, по сути своей, живыми газонокосилками для этих райских садов. В Библии говорится, что земля поливалась фонтанами пресной воды, которые брызгали прямо из земли, поднимаясь высоко в воздух, и вода затем падала как дождь. Вполне понятно, что это привело бы к приличному уровню влажности в воздухе, который позволил бы образоваться росе. Таким образом, мы теперь знаем, что вулканическое тепло приводило в действие всю эту дождевую систему. Для того, чтобы она работала, Земля должна была быть очень пористой под поверхностью, чтобы позволить воде просачиваться вниз, нагреваться, а затем подниматься вверх по шахтам и приводить в движение эти фонтаны. Это похоже на наблюдение за старым служакой, гейзером в Йеллоустонском национальном парке. Вполне возможно, что реки и ручьи также поднимались из земли, текли на некоторое расстояние, а затем впитывались обратно в землю. Именно эта пористая природа Земли, о которой говорит Библия, была разрушена, когда вся Земля сотряслась. И именно разрушение этих подземных пещерных систем или систем перколяции привело к тому, что огромные объемы воды просто вырвались бесконтрольно на поверхность. Но это был не единственный источник воды, который способствовал всемирному потопу. Было также нечто, называемое небесными окнами, которые почему-то разбились и упали на Землю. Сейчас мы думаем о том, что вода находится в облаках, но никому не приходит в голову назвать облака окном. Окна – это то, что позволяет видеть сквозь него, с любой стороны. Посмотрите в свои окна в доме. Таким образом, в Библии говорится о чем-то прозрачном, находящемся намного выше атмосферы. Что же это еще может быть? Поскольку мы знаем, что они прозрачны и отделены от атмосферы, весьма вероятно, что в допотопном мире солнечный свет фильтровался через эти окна, задерживая опасные солнечные лучи, о которых мы хорошо знаем сегодня. Я не могу сказать, что это был мрачный мир, скорее наоборот. Но гораздо большее количество вредоносного излучения было блокировано. Так же, как трудно получить солнечный ожог от солнечного света, проходящего через стеклянное окно. Возможно, тот же эффект действовал тогда и на Земле до потопа. Поскольку мы знаем теперь, что небесные окна находились далеко в атмосфере, и судя по тому, как о них говорится, они были сделаны из самой воды. Выходит, что вода была каким-то образом подвешена над атмосферой. И это потребовало бы совершенно нового состояния воды, не так ли? К счастью, нам стало известно совершенно новое состояние воды, которое было открыто совсем недавно. Вода как молекулярные дипольные кристаллы. Иной вид замороженной воды на молекулярном уровне образует отдельные молекулярные кристаллы, так как они имеют свой северный и южные концы, как маленькие магниты. Они естественным образом выравниваются с магнитным севером и югом, а их плотность распределяет их довольно равномерно по всему миру, как защитную прозрачную кожу поверх атмосферы. Она может быть довольно толстой, а может и нет. До тех пор, пока они остаются на своей высоте, они будут оставаться кристаллами. Если же их высота уменьшится, скажем, от потоков атмосферы, поднимающихся вверх и падающих вниз, вызванных каким-нибудь великим катаклизмом, они превратятся в ливень, который положит конец всем ливням на планете. В итоге
Очень большая часть нынешнего океана, который мы видим на нашей планете сегодня, вполне могла быть подвешена на вершине атмосферы в виде этих сингулярных молекулярных дипольных кристаллов. А еще большая часть сегодняшнего океана содержалась бы в системе орошения планеты, под землей, в пещерах. В общем, погоды в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, на Земле не существовало. Ровно до тех пор, пока все не было разрушено. Возможно, Бог использовал астероид, который врезался в Землю и все уничтожил. Про это, увы, в Библии ничего не сказано. Но как бы Бог ни свершил это, результатом был конец небесных окон, а затем наступил конец всей глобальной системе орошения. Обе эти системы выпустили свои воды на Землю. Землетрясения опустили плиты под поверхность океанов и подняли их со дна океанов, а затем опустили их и подняли первоначальный надземный участок вверх, посылая могучие течения или волны по всему миру снова и снова. Это объясняет, почему отложения, которые по расчетам должны находиться в океане, не находятся там, а наоборот, мы находим их на суше, даже на вершинах гор. Вот почему мы находим гигантские количества массовых вымираний в слоях Земли, и почему мы находим окаменелости, которые простираются от одного слоя на отложение, которого предположительно ушли тысячи лет, до другого слоя, который также предположительно занял тысячи лет. Иногда свидетельства простираются через многие слои Земли. Даже находятся следы животных, поднимающихся вверх по откладываемым слоям, пока сами животные не попадают в соседний слой, в котором им удалось забраться, прежде чем они были погребены заживо там. Вот почему находятся завихрения, которые смешивают нижние и верхние слои вместе в красивые круги в пределах двух совершенно разных слоев, что совершенно невозможно. Если эти слои откладывались в течение тех периодов времени, о которых наука сейчас так уверенно говорит, но не невозможно и даже ожидаемо, если эти же слои быстро откладываются в течение нескольких минут огромными бушующими турбулентными потоками, проходящими через них и сбрасывающими свои наносы. Я, конечно, не утверждаю вам, что все должно быть именно так, как я вам сейчас рассказал, но все элементы, о которых говорит Библия, играют большую роль в этой гипотезе. Допотопные народы никогда раньше не видели дождя, грозовых туч, бушующих ветров. Скорее всего, не было и молний. Конечно же, допотопные люди были очень напуганы, когда темные тучи образовались и закрыли собой солнце, оставив их в полном мраке. В то время как скорость выпадения дождя постоянно усиливалась, а земля под ними разверзлась, и струи непрерывной воды гигантскими фонтанами выстреливали в небо с взрывной силой. Однако незадолго до этих фатальных событий они с уверенностью заявляли, что мир продолжит жить так же, как и всегда, уверенные в своих знаниях и науке, что Бог, кем бы он там ни был, не будет причинять какой-либо вред людям и их миру. Но, видимо, что-то пошло не так, и было принято кем-то сверху решение стереть весь допотопный мир в мгновение ока. Что послужило конкретно поводом для такого решения, это уже другая тема для совсем другого видео. Понятно и совершенно ясно одно: наш мир очень хрупок и непостоянен, поэтому не стоит рассчитывать на спокойную и долгую жизнь. Удивительно, но как можно быть спокойным, когда достаточно падения одного большого астероида или вдруг проснется супервулкан, и вся история человечества перезапустится снова с чистого листа, а после наши далекие потомки будут думать и гадать, как мы тут жили, такие глупые и примитивные, не имея инструментов в нашем каменном веке. Интересно, но почему-то об этом никто никогда совсем не думает. Людей больше интересует покупка нового гаджета, чем будущее своего единственного мира, маленького одинокого голубого шарика в бескрайних просторах Вселенной под названием планета Земля. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.